Привет, меня зовут Саша. А меня Алиса. И мы оказались в Париже. И сегодня мы готовы вам представить наш проект, который называется «Крис-кросс». В этом проекте люди, которые живут в Париже, загадали нам различные локации. И сегодня мы готовы отправиться, чтобы их найти. Вместе с вами. Так, Соня Гусева загадала нам следующую локацию. Место, где встретились французская певица 20 века, ирландский писатель 19 века и российская баронесса 19 века. Ну, я не силен в певицах, писателях И баронесса? зарубежных. Ну и в российских баронессах я тоже, честно, не силен. Меня смущает то, что все эти представители разных веков. Да, то есть, наверное, место либо Они вряд ли встретились, наверное, в кафе. Да. Я думаю, что это может быть какой-нибудь собор, где стоят какие-нибудь их памятники, да. Либо это может быть кладбище, где они похоронены все вместе, но мне кажется, Точно. надо подумать еще. Да, давай еще подумаем. Ну, что-то, честно говоря, у нас пока не очень получается разгадать это задание. Да, как-то у нас не пошло так. Ну, есть вот несколько версий, но так мы не знаем, что это за певица, писатель, баронесса, то, может быть, нам попросить подсказку у нашего координатора? Где же ты, великий координатор? Есть? Я добыл Ну-ка. подсказку нашего координатора. Это должно помочь. Итак, певица 20 века — это Эдит Пиаф, ирландский писатель 19 века Оскар Уайльд, а российская баронесса Елизавета Демидова. И действительно, эти три персонажа похоронены в одном месте, то есть наша версия была правильной. И я почти точно знаю, что Оскар Уайльд похоронен на кладбище Пер-Лашез. Это знаменитая туристическая такая достопримечательность в Париже, туда всегда все ходят. Поэтому теперь, наверное, мы знаем, куда ехать. Ну, мне остается полностью довериться Алисе и поехали на кладбище. Один из входов на кладбище находится неподалеку от одноименной станции метро. Ну вот Сонина загадка завела нас этим утром вторника к кладбищу Пер-Лашез. И теперь мы можем почитать задание. То есть нам надо попросить на входе карту и найти Шопена. Что в руках у девушки? Не Шопена, а на могиле Шопена. Пойдемте посмотрим. Чё это они тут пасутся? Так. Ага. Шопен 20. Ну вот мы нашли могилу Шопена на карте. На общей карте. Да. Но тут легко, по-моему, запутаться, поэтому мы решили пойти и попросить бумажную карту, чтобы не потеряться. Она будет буквально за первым поворотом. За поворотом будет, конечно же, не карта, а здание администрации, где мы и сможем получить нашу карту. Кстати, вот и нужное нам здание. Идем внутрь. Мы находимся в месте информационного бюро, Да, и до точно. могилы Шопена нам пройти буквально пару аллей. Да, вот она. Так что теперь мы точно не потеряемся. Это кладбище практически музей надгробий под открытым небом. Представьте, почти 48 гектаров в центре Парижа.
И оно самое известное место захоронений во всем мире. По-моему, мы немножко ошиблись. Да, мы немного заплутали. Тут слишком много цифр. Хорошо, что мы все-таки взяли карту. И нужное нам место находится на соседней улице. Так что пойдемте искать. Не мудрено потеряться на таком огромном кладбище. Сам в шоке. Мы нашли могилу польского пианиста Фредерика Шопена. И действительно, вот девушка, и в руках у нее какой-то музыкальный инструмент. Я не силен в музыкальных инструментах. Ну, Мне похоже кажется, на арфу, Мне кажется нет? тоже, что это арфа. Такая маленькая какая-то арфочка. Или гусли вообще. Но гусли вряд ли, это вроде русский инструмент. Я Но думаю, надо дождаться ответа, и тогда мы точно знаем, правы мы или ошибаемся. надо искать. Немножко мокрая. Но, видимо, она лежит здесь уже не первый день. Да, наверное, ждет нас. Действительно, кладбище мы правильно определили, и, оказывается, это была Лира. лира, муза музыки. Ну, Вот будем так, знать. вот так вот тавтологично. Но зато теперь я смогу отличить лиру от арфы. Так что спасибо, Соня. Спасибо, Соня. Оставайтесь с нами и ожидайте нашу итоговую серию о парижском путешествии.